Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну все, я дошла до края. А если без лишнего драматизма, то наконец-то у меня руки добрались до переработки кромок от ткани. Обычно швеи кромки отрезают и выбрасывают. Но лоскутницы — это очень творческие люди с богатой фантазией. И самое интересное — это сшить хорошую нужную вещь из совершенно неликвидного материала. Для начала рассортируем кромки на темное, светлое и отдельно отложим темно-синие кромки. Для работы нам еще понадобится основа. У меня это квадраты клеевого флизелина размером 15 на 15 сантиметров. Флизелин самый простой, недорогой. На этих квадратах обозначим диагональ. Девочки, сегодня мы шьем из кромок. Думаю, что многие из вас помнят эти ткани. Но каждый раз в комментариях вы задаете вопрос, где же я беру такие расцветки? А вот, ничего не скрываю. Заглядываю в интернет-магазин «Любимый Василек». Отслеживаю и новинки, и отдел лоскут на вес, и остатки. А в этот раз нашла очень интересную тканюшку в разделе «Текстиль для кухни». Этот цвет – прекрасный фон для ярких лоскутков. И еще в лоскутном шитье нужны ткани с мелким узором. Всегда беру такие про запас по 1 метру. Эта ткань – поплин. Ромбики, штрихи голубой. А в разделе «Женская одежда» отыскала тунику «Сафари серый Лео». Хочется себя почувствовать женщиной, диким леопардом, вырвавшимся на свободу. Но для офиса есть прекрасный костюм с юбкой классического синего цвета. Очень хорошая, плотная, теплая, эластичная ткань. А моя мама давно просила худи на молнии зеленого цвета. Ей нравятся такие функциональные удобные вещи. В этот раз присмотрела еще комплект постельного белья из бязи. Игра цвета ежевика. А это топпер. Это вещь. Это тонкий матрасик, который стелим на кровать или раскладывающийся диван. Он обладает ортопедическим эффектом, скрадывает все неровности спального места. Очень комфортен. Всем настоятельно рекомендую. Глубокий, крепкий и здоровый сон вам обеспечен. Кстати, по промокоду POLY10 всем моим подписчикам будет скидка 10% на ткани на отрез. И тогда у вас появятся кромки, с которыми мы сегодня работаем. А дальше уже приступаем к работе. Сначала кусочком ткани закроем угол, а потом поверх него пришьем кромку. У кромки один край плотный, обработанный. Шов прокладываем именно по этому краю. Естественно, стараемся шить сразу много, весь массив заготовок. Нитки лишний раз не обрываем. Поработали с одной деталью, шьем следующую. Таким же образом поверх предыдущего ряда пристраиваем следующую полоску. Если хватает длины кромки, то продолжаем ее нашивать на следующую заготовку. Учтите, что в начале работы деталь идет на расширение, поэтому оставляйте запас ткани. Когда дошли до середины, берем в работу темно-синюю кромку. Она у нас граница. А чтобы все было очень красиво и ровно, тщательно следим за тем, чтобы совпадал край кромки и диагональ. Вторую половину квадрата
заполняем темными кромками. А какой именно это будет цвет? Смотрите сами, исходите из своих запасов. Знаете, дело это медитативное, неспешное, монотонное, шей до шей. Таким способом очень хорошо снимать стресс. Сами подумайте, из вороха проблем мы делаем красоту. Сначала рассортировали, потом каждому кусочку нашли свое место. Эта монотонная работа помогает находить выход из самых запутанных ситуаций. Когда все дошили, тщательно проутюживаем наши заготовки с паром. Естественно, все кромки мы нашивали на сторону с клеем, и у нас получаются крепкие, проклеенные заготовки. Остается только их подровнять и отрезать лишнюю ткань. Следите за тем, чтобы синяя полоска точно совпадала с диагональю. В этот раз у меня получилось 12 таких деталей. Мои внимательные зрители помнят, что чуть раньше мы уже шили из такого материала, а сейчас попробуем выложить красивый узор. Смотрите, как интересно получается. У меня деталей хватило на раскладку 4 на 6 блоков. Размер получился 60 на 90 сантиметров. Знаете, уже сейчас может получиться очень симпатичный коврик. Но у меня еще остались кромки. Поэтому сейчас эти заготовки отложим в сторону. Потому что надо подумать, что лучше из них шить. Вы же понимаете, что кромки – это кромки. Довольно специфичный материал. И изделие надо делать такое, которое не будем часто стирать. Это может быть корзинка для рукоделия, сумка, ланчматы, косметичка, прихватки, подставки под горячее, чехол на швейную машинку, декоративное панно. И если шить это все, то сначала надо наготовить много таких заготовок. Ведь кромки у нас разные, появляются новые цвета. И надо, чтобы в одном комплекте были повторяющиеся ткани. Поэтому я дала вам идею: шейте, творите, вытворяйте. А мне надо еще подумать над своим поведением. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!